В своем телеграм-канале я отмечал, что Барселона может выиграть в Эль Классико за счет командных действий. Более того, организация игры Реала при Анчелотти на низком уровне. Тактический разбор разницы между двумя командами на примере последнего матча, где Барселона победила Реал со счетом 4-0. Барселона в этом матче играла своей любимой схемой 4-3-3, где два инсайда, Педри и Де Йонг, поднимаются выше в пространство к защитникам соперника и используют полуфланги. Также с прошлого видео мы знаем и о других принципах в фазе атаки. Рекомендую к просмотру, если вы еще не посмотрели. Реал в этом матче играл без чистого форварда. С потерей Бензема они потеряли некоторые опции, но проблема была в другом. Не было четкой организации, это я покажу вам далее. А начнем с Барсы. Первое, в чем я вижу огромную разницу между этими командами, это баланс в использовании пространства. Мы видим, что Барса старается иметь игрока на каждом участке поля. Это помогает во взаимодействии между игроками. За счет треугольников и ромбов у игрока с мячом всегда будет продолжение для атаки, а также создает проблемы для Реала в оборонительных действиях, ведь при таком расположении Барса может атаковать любой участок поля. Еще один показательный момент, неважно кто оказался в какой позиции во время атаки. Ситуации бывают разные, но структура остается неизменной. В этом примере мы видим, что Альба находится в позиции Педри и наоборот. Это дает Феррану больше вариантов для атаки и сохранения мяча. Яркий пример, как сбалансированное использование пространства помогает в создании моментов. Педри и Ферран находятся в одной зоне, Педри это осознает и сразу же занимает позицию вингера. Это движение создает условия для Феррана, чтобы принять мяч, и впоследствии пространство для Педри, чтобы получить мяч в опасной зоне. На этом момент не заканчивается. Де Йонг отдал чуть неудобно, и Педри оказался с мячом на краю штрафной. После забегания Альбы и игры на третьего, которая в ДНК Барсы по словам Хави, видео, которое вы можете посмотреть на моем Patreon, мы видим, что структура снова сохранена. Уже Педри на позиции левого защитника, Альба как вингер, а Ферран как инсайд в полуфланге. Вследствие маневров и передвижений оборона Реала не справляется, и Барса имеет голевой момент. А теперь подумайте, был бы ли этот момент, если бы Педри остался в той позиции в начале атаки. Ну а теперь взглянем на несколько примеров расположения Реала. Видим, что с балансом тут огромные проблемы. Участок пространства в середине поля не заполнен. Его можно было связать с флангом треугольником и впоследствии продвинуть мяч вперед. А так, даже если Родриго и получил бы мяч, то он оказался спиной к чужим воротам и также сыграл бы назад, как и Карвахаль. В этом примере снова видим, что нет баланса. Три игрока центра поля находятся по сути в одной зоне. Это нерационально и никак не поможет продвинуть мяч вперед. И последний пример — перехват мяча Карвахалем. Да, это переход из обороны в атаку, и расположение игроков еще не готово. Но вместо того, чтобы отдать мяч, занять пространство и получить его там, Родриго принимает решение входить в зону самостоятельно. По итогу вокруг него 6 игроков Барсы и 1 Винисиус. Согласитесь, шансов на успех мало. Реал не умеет прессинговать. С самого начала матча они решили высоко встречать Барсу, и это полностью уничтожило их. Было потрачено очень много сил, а результата 0. В этом примере мы видим абсолютно свободного Арауха. Одной передачей Тер Штегена 5 игроков Реала отрезаны. Как я считаю, нужно было сыграть? Начо стоило подниматься выше, а Алаби перестраиваться на его позицию. Не стоило бояться оставлять своих центральных защитников один в один. Не получится достигнуть успеха, не жертвуя надежностью сзади. В высоком прессинге всегда будет присутствовать риск. Здесь Кросс в ситуации 1 против 2. Начо принимает решение перестроиться, но это уже поздно, и вследствие Барса создает очередной момент. Идентичные ситуации происходили и при среднем блоке. Родриго, сделав движение на Альбу, замечает, что Педри также свободен и не успевает среагировать. Милитао не перестроился и находится слишком далеко, что позволяет Педри развернуться и продвинуть атаку Барсы лицом к чужим воротам. Теперь с другой стороны, Винисиус в такой же ситуации, как и Родриго. Он играет по своему крайнему защитнику, а Алаба не перестраивается на Де Йонга, оставаясь в своей зоне. Как итог, голландец спокойно принимает мяч и продвигает атаку Барсы. Посмотрите на этот разрыв между линиями Реала. Алаба перестраивается по итогу, но опять же слишком поздно. Изначально, кстати, Педри увел Вальверде в полуфланг, это и создало такую дыру в полузащите, а Реал не смог этому противодействовать. Посмотрите и здесь на баланс Барселоны. В отличие от Реала, Хави не боится рисковать и понимает, как работает высокий прессинг. Центральные защитники Барса, в отличие от сливочных, не боялись выдвигаться из своих зон и оставались часто в ситуациях 3 в 3. Да, это рискованно, но это работало и приносило результат. Такие движения создавали компактность в верхней линии прессинга. Реал, помимо своей плохой организации, еще и подвергся давлению со стороны соперника. Барса была намного успешнее в этом компоненте. За счет этого угроза взятия ворот накатывалась как снежный ком, и моментов у ворот Реала создавалось все больше с каждой минутой.
Благодаря таким требованиям от Хави, Барси легче угрожать воротам соперника. Вспомните второй принцип при атаках из прошлого видео. Дембеле был в широкой позиции, облегчив для себя задачу принять мяч и затем иметь возможность работать один в один. Так как я играю центральным защитником, я считаю, Алаба здесь мог бы сыграть лучше, заняв позицию изначально по ближней штанге. Но мы говорим больше об организации игры, и в этом компоненте Хави показал, что слаженные командные действия имеют больше процент успеха на победу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, а также пишите свой комментарий по поводу этой игры. Спасибо вам за внимание.